Ну, меня зовут Ива, но это творческий псевдоним, как бы. На самом деле это была идея сделать себе такое образное имя, которое символизирует рост, развитие, весну, воду, природу. Вот. Поэтому мне это имя помогло справиться с какими-то травмами прошлого и переживаниями, и какую-то свою силу открыть в себе новую. Мы находимся в моем любимом месте. Это место «Моя сила». Это заповедник Барним, и конкретно деревня Хобрехтфельде. И мне нравится, что это переводится «прямые поля», потому что у меня дома в Харькове и под Харьковом тоже равнина и прямые поля. И это очень напоминает мне на самом деле мой дом, вот, деревню моей бабушки. Вот, и тут мы живем с сыном уже 2 года почти. Это моя цель была слышать людей. Я понимала, что я не могу вернуть слух такой, как он был. Вот. Но я понимала, что я хочу больше общаться, больше коммуницировать с людьми, больше взаимодействовать, что-то делать вместе. А для этого мне нужно было максимум сделать для того, чтобы я могла услышать людей. И сейчас я понимаю, что это все равно этого максимума недостаточно, и ищу еще какие-то дополнительные способы, потому что все равно приходится просить писать мне или как-то еще по-другому техническими способами пользоваться телефоном. И все равно постоянно напряжение в этом создается. В советской медицине было не принято говорить, как на самом деле обстоят дела. И поэтому, например, у меня слух начал снижаться еще в детстве. Заметили это лет в 9, когда уже в школе начала писать диктанты. Нас отправили проверять слух, только тогда зафиксировали, что слух снижается, начали проходить какую-то терапию, но никто не говорил, что это неизлечимо. И мои родители и я жили в ощущении, что это пройдет, и слух восстановится, и можно исправить. И только когда мне исполнилось 18 лет, мне прямо сказала главная врач больницы, что это не только неизлечимо, но и будет прогрессировать, и со временем ты можешь совсем потерять слух. А это была совершенно новая информация в 18 лет, которая меня очень сильно ошарашила. И почему-то на тот момент она мне не рекомендовала слуховые аппараты и говорила опираться на остатки слуха, чтение по губам. Вот почему-то такая патологическая практика медицины была. Это было еще в 90-е годы, вот, в прошлом тысячелетии. И я почувствовала ответственность, что я должна с этим бороться, но не могу ничего получить. Инвалидность мне не дали, мы пытались получить инвалидность. Я поняла, что мне самой надо как-то с этим сжиться, справиться. И я вообще уехала в деревню вот такого вот состояния на почти 1,5 года. Я жила с бабушкой в деревне, потому что я не знала, как мне принять эту новую информацию для меня, что моя жизнь, вот, я постепенно потеряю слух, и все. А в детстве были, конечно же, идеи быть певицей, актрисой. Вот. Но уже на тот момент я рисовала, и я не смогла учиться в институтах, опять-таки, из-за того, что лекции в основном интернета тогда не было. Он был очень редким явлением, там, очень дорогостоящим и труднодоступным. И поэтому, естественно, я все пыталась читать в книгах, но этого было недостаточно. И поняла, что раз мне слуховые аппараты не помогают, надо готовиться к имплантации. Начала этот процесс в Украине.
И собиралась еще в Украине это осуществить, но из-за полномасштабного вторжения как бы я не успела со всеми документами, со всеми планами разобраться, и мне пришлось это делать тут. И получается, что к моменту операции я уже была почти полностью глуха, там 5-я степень глухоты, это очень большая. И в Германию мне дали 80% инвалидности, хотя, в принципе, могли дать и 100, но у меня сохраненная речь, и, в принципе, считается, что вот это мой такой уровень тяжелой инвалидности. Я занималась рерайтингом до войны, и мне приходилось много писать новости. И я почти полгода была в контексте того, что происходит, и как бы понимала, на каком-то уровне понимала, что будет война. Мне повезло, что я на тот момент жила в доме, который бывшее военное общежитие, и там несущий коридор с очень крупными стенами, в котором можно просто в коридоре прятаться. А комнаты переделаны в маленькие квартиры однокомнатные. Вот. И я чувствовала себя более защищенной, потому что я, во-первых, жила возле завода военного, который охраняли ППО, и над нами почти не было прилетов, рядом с нами были, а я чувствовала, что я в защищенном месте, в принципе. Но ощущение, что мой сын в самом опасном месте, и он находился в панельном доме, они прятались в подвале, а панельный дом – это очень хрупкая конструкция такая. Но получилось так, что я очень долго уговаривала бывшего мужа, чтобы он отпустил со мной сына, потому что из-за того, что я не слышу, и он знает мой характер эмоциональный, он мне не доверял, он боялся, что я не смогу это сделать. И он требовал, чтобы у меня был план какой-то конкретный. А я говорю, такая ситуация, у меня не может быть плана. Просто у нас нет роскоши такой сейчас что-то планировать. То есть я обещаю, что я сделаю все, что могу. И благодаря тому, что у меня такой тесный круг знакомых активистов, мне сразу же дали телефон, но он не отвечал на смс-ки, я не слышу. И я жила тогда со своим парнем, и он звонил, и я в это время пыталась что-то собраться, и тут он говорит, у тебя 10 минут. Он сейчас через 10 минут будет в нашем районе, и все. И дальше он едет туда, где твой сын, и может его забрать как раз. Ну, у тебя только 10 минут собраться. И я поняла, что за эти 10 минут вот все, что я есть, должно как-то сгруппироваться и ехать. И мы провели на вокзале 24 часа и боролись с желанием все бросить. То есть мой сын уже хотел назад вернуться, потому что это очень тяжело было. Когда мы уже утром на следующий день ждали поезд, мы поняли, что на платформу выходить нельзя, потому что обстрелы, и нас не выпускали вообще. Вот, и поэтому мы не могли понять, когда будет поезд. Все, табло было, не работало. Я полностью зависела от сына, от того, как он услышит. Вот, и когда мы уже услышали и поняли, что это на другой платформе, прорвались через толпу на другую платформу, я помню, как люди на нас смотрели, потому что не понимали, нам тоже бежать или нет. То есть это состояние хаоса полного, потому что никто не понимает, что делать. И мы с ним бежали вдоль всего поезда, просились в каждый вагон. И нам отказывали, говорили, нет. А он, во-первых, выглядел, ему тогда было почти 16. Ему 16 исполнилось как раз тут, в Германии. Вот. И он выглядел высокий, бородатый, заросший за первые дни войны. Вот. И я понимала, что мне приходится убеждать, что ему 16, что он еще ребенок. Вот. Показывали паспорт, но у них, видимо, как установка была, что парней не пускать.
И помню, что он взял свои сумки, и мы попробовали еще пару вагонов, и я проводнице просто уговорила, говорю, что я не слышу совсем ничего, и у меня просто нет возможности одной без него поехать, а ему только 15. И она долго говорила нет, 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 а потом сказала, ну ладно, заходите. И я ее обняла, и мы зашли, и уже были в переполненном купе, но нам повезло, что нам удалось сесть в купе. Уже последние 2 места нам уступили ребята молодые. Я помню, что еще 24 часа мы ехали на поезде, и получается, что это почти 3 суток без сна было. Уже во Львове мы поняли, что мы сейчас дальше никуда не поедем, хотя многие ехали дальше сразу. А мы сказали, что мы должны остановиться и подумать. И мне было очень сложно решить ехать дальше, потому что я понимала, что я не слышу. Мне даже страшно было пересечь границу, потому что я понимала, что без Wi-Fi я на границе окажусь в полной тишине, и только мой сын сможет отвечать на вопросы и решать что-то. Почему я выбрала Германию? Я долго советовалась со знакомыми и с активистами, куда я могу поехать в ситуации своей, что мне нужно сделать имплантацию. Я без этого как бы не смогу дальше развиваться, интегрироваться. И мне сказали, что, скорее всего, только Германия, потому что во всех остальных странах это может быть намного сложнее. Вот. И когда мы сюда приехали, конечно, очень большой шок у нас был, что незнакомые люди пускают незнакомых людей в свой дом. Это было так, ну как бы уже в Украине такое началось, когда мы там жили, и нас пускали просто люди, которые нас не знали, и мы у них жили. Вот. Но тут ты понимаешь, что это иностранцы, они не знают язык, они не смогут нас понять, не смогут узнать, кто мы. И я почувствовала, что мы попали в семью очень близкую по духу. Дирк был инженером, но он творческий человек, музыкант. А его жена тоже музыкант, и она занималась музыкальными фестивалями и организовала студенческие фестивали, и вела хор для пожилых людей. Вот. И она даже рассказывала, что был человек из Украины, который научил их петь украинскую народную песню. И я поняла, что, наверное, я больше защищена, чем мой сын, потому что он плохо знал английский и совсем не знал немецкий. А я настолько привыкла ничего не слышать, что меня это как-то не настолько сильно пугало, потому что, что дома, что тут, я же все равно не слышу, что люди говорят. И все равно переводчик примерно так же, как распознаватель голоса, дает мне какое-то представление, как с людьми общаться. И ты понимаешь, что ты не можешь много пользы сейчас принести тем, кто в Украине, и помочь им чем-то конкретно. Ну, то есть делаешь то, что можешь, там, донаты какие-то, еще что-то, но все равно всегда кажется, что этого мало. Вот. И вот ты живешь в этом ощущении неполноценности, да, себя как украинца. И тебе это подтверждают те люди, которые там остались, потому что их раздражает то, что ты находишься тут. И ты их понимаешь, почему они так реагируют, и не можешь на них обижаться. Но как преодолеть эту пропасть опытов, я до сих пор на самом деле не знаю, потому что очень разные истории, очень. Настолько разные, что обобщить невозможно. То, что обычно для людей без инвалидности превращается в какой-то подвиг для людей с инвалидностью.
И это не очень приятно, потому что на самом деле, если бы не было барьеров, если бы не было таких сложностей, жить было бы намного легче, и не приходилось бы каждый день одевать такой костюм супергероя, чтобы простые вещи делать.